Мне трудно об этом говорить, потому что я знаю, что все, что будет сказано, будет неправдой. Вернее, бледным отражением того, что внутри. У города где-то вырос свой запах, знакомый с детства, и он только там. Всегда, когда я возвращаюсь в город детства, я упиваюсь этим запахом. Я успокаиваюсь, я наслаждаюсь ощущением дома, которое я испытываю только здесь. Ни в каком другом городе не будет этого запаха. Он такой родной, что, пытаясь его описать, у меня начинает кружиться голова, и мое сознание прыгает в детство, когда впереди длинная-длинная, почти бесконечная жизнь. Теперь город, куда я всегда возвращаюсь, мое место силы, моя память о себе бессмертной, очень долго будут пахнуть гарью и кровью. Этот фильм – моя попытка вернуться в тот Мариуполь, который помнил меня. Вернуться туда в последний раз. Для 30-го номера. 26-й есть. Красненко, Судакова. Кто меня заменит, помогать? Паспорт утерян, мне это самое ксерокопия сдала. Откуда приехали? Попасная. Откуда приехали? Клещанска. Здесь и из Мариуполя, и сейчас. С Донецкого региона, который эвакуируется сейчас. А из Мариуполя много? Да, из Мариуполя сегодня уже было довольно много. Двое деток? Куда приехали? Каменка, Пологинский район, Запорожская область. После ранения миной накрыло. Куда приехали? Северодонецк. Откуда приехали? З Дружковки, Донецька область. З якого міста приїхали? Харків. Откуда? Донецкая область, Добропольский район. Сколько вас человек? Вот вдвоем, жена и мы. У нас одна семья, потом следом сын с невесткой, другая семья. Откуда приехали? С Мариуполя. З якого міста приїхали? Сколько вас человек? Одна. Откуда приехали? Номер телефона вашего? Нету телефона. Я оставила в квартире, как на столе, так и остался. Ну вот наш Мариуполь ассоциируется драмтеатр и парк за драм. Ну вот у меня, как у меня. Вот это то место любимое, которое мы любили туда приходить, просто сидеть, фонтаны. Конечно, наш город очень красивый, в последнее время его так преобразили, что не знаю, вот у меня ассоциируется драмтеатр и фонтан. И Саша там рядом, его работа. У меня на Кирова тоже. То есть мы после работы могли там встретиться и просто погулять, попить кофе, пообщаться. И многие так мариупольцы тоже. Это любимое место мариупольцев было. Море. Море. Мы буквально перед войной, суббота или воскресенье, да, вот Да. перед войной мы поехали, даже не на своей машине, поехали автобусом, спустились в порт, и от порта до самого центра прошли пешком. Все побережье, вот как вроде бы или прощались мы. А Ну, вот, может быть. может, и, может. да, мы ходили много, и погода была хорошая, много людей вышло гулять вот на прогулку, и мы прошли вот это вот побережье, мы дошли до ЖД вокзала, поднялись наверх до драмтеатра, и вот просто шли и наслаждались нашим городом. Вот, хотя вот на душе вот не было какой-то вот тревоги, какого-то предчувствия, вот мы просто вот
вот кайфовали, А да, может вот. и не надо, чтобы был в тот Да. момент тревога, да. Ну, Мы вот, чтобы вот он я запомнился сейчас- такой. Я сейчас понимаю, что мы просто... попрощались. Я бы сейчас все отдала за то, чтобы хотя бы на минуту оказаться там. Да. Берите, пожалуйста, подходите. Да, пожалуйста, спасибо большое. Все там осталось. А что-то зачем-то жалеете, какие-то вещи ценные, какие-то воспоминания, не знаю. Ну, особо ничего там и не было. Я забрала, самое главное, я собирала дореволюционные открытки Мариуполя и людей дореволюционные, которые там жили, в визит, портреты, вот я их все забрала. А потом приехали сюда, муж говорит, ты документы забыла на квартиру, а, говорит, покойников привезла своих. Я говорю, не, ну как же, они же, говорю, сгорят и все вообще. Они А у вас документы, говорю, восстановятся. Они вот здесь, Да. эти Вот. Это эти люди все жили в Мариуполе. Вот этот на Махно похож, но я не думаю, что это он. Мне эта девушка очень нравится. Красивая. Вот такие дети. Еще девушка. Эта девушка в Мариинской гимназии училась. Вот, еще у меня остались, я их не забрала к этой фотографии, ее часы карманные серебряные, да, они остались дома. И такой еще мужчинка. А вот это что за фотография? Это оригинальная стереопара, вот тут даже подписано Мариуполь, церковь Марии Магдалины, на месте которой построен был потом драмтеатр в советское время, когда его взорвали, храм. Кстати, купола этой церкви, она наверху находилась, и много есть в исторических архивах упоминания, что когда солнце светило, моряки все плыли не на маяк, а на свет куполов, они отражали с горы свет, и они плыли как на маяк. Я живу в Киеве больше 20 лет. Но каждый год хотя бы раз мне надо поехать в Мариуполь к маме. В нашу квартиру на 2-м этаже с видом на горизонт, которая с каждым приездом кажется все меньше и меньше. Мне нужно покопаться в залежах фотографий и писем. Мне нужно ко всему прикоснуться и как бы обрести опору. Часть фотографий со временем я перевезла в Киев. Теперь это все, что осталось. А я привыкаю к чувству вечной командировки, потому что моего маяка больше нет. А вы не знаете, кто-то из Мариуполя? Здесь много людей из Мариуполя? Я из Мариуполя. Мой мужчина из Мариуполя. Вы из Мариуполя? Самые лучшие воспоминания. А вы родились?
Я родился в Мариуполе, вот, но потом 20 лет переехал в Прагу и жил 15 лет в Праге. Но что конкретно мне всегда нравилось, что я любил Мариуполь, это Азовское море, на которое мы теперь, к сожалению, не сможем смотреть. Вот. И, конечно же, центр города Боченко отстроил очень заметно. Я за 15 лет меня не было, да, я приехал, я был всего 3 раза в Мариуполе, но когда я вернулся в Мариуполь, я свой город буквально не узнал. Очень большие силы были вложены. Я думаю, очень сильная финансовая была поддержка, я думаю. Вот. Но больше ничего этого не осталось, к сожалению. 10 июля 2021 года. Раскопки погребения срубной культуры номер 4, погребение 2. Погребенного сопровождал керамический сосуд, деревянная чаша с бронзовой накладкой, напутственная пища, Вы какие-то свои разработки, архивы забрали с собой? К сожалению, все произошло настолько быстро, когда загорелась после обстрела соседняя квартира. Едкий черный дым уже начал заполнять полностью нашу комнату, поэтому все, что мы успели схватить, это вот сумка с документами наших кошек, к сожалению, ноутбук и все мои архивы, вот эти наработки за 30 лет по археологии Мариуполя, Северного Приазовья, все осталось в Мариуполе. Я не знаю, сгорело это, нет, но мне безумно было стыдно, что мы здесь в безопасности, в тепле, живы, мы тут пьем горячий чай. А в Мариуполе и мои близкие, родные, просто незнакомые люди продолжают подвергаться опасности, умирать, погибать, поэтому комплекс выжившего, наверное, это то страшное, что это изнутри съедает. Ну, это, да, это есть такой синдром, я слышала. Им болеют очень многие военные, с этим работают. Потому что, ну, что сказать, вы выжили. Ничего, не переживайте, умрете. Ну, рано или поздно, да. Ах, да. Да, все там будем. Кто-то раньше, кто-то позже. Да. Потом кто-то будет раскапывать. Ну, нас навряд ли кто-то будет раскапывать. О нас и написано, и сфотографировано, и снято на видеопленку. Варим картошку во дворе дома под обстрелами. Вход идет в мебель, вот слышно разрывы вокруг, что делать, жизнь продолжается. 10 мільйонів українців залишили свої оселі через війну. Із них 6,5 мільйонів оселилися у безпечніших регіонах країни, повідомив. Проверенное средство для кипячения чая. Формування житлового фонду для внутрішніх. Есть у меня нож, который даже прошел фильтрационный блокпост в Мангуше. Когда у меня спросили, колющие, режущие предметы есть, холодное оружие. Я говорю, у меня есть кухонный нож раскладной. Он говорит, покажите. Я его достаю, а он так, ого. Я говорю, что нельзя? Он говорит, он у вас кухонный? Я говорю, ну кухонный, да, другого нет, единственный. Ну ладно, прошли. Вот. Ну и все, ждем пока чай. Рубим торт. И даже есть тарелки, но большие.
Наш дедушка был моряком. Вязал морские узлы любой сложности. Мы знаем только самый простой, но здесь я его даже не могу применить. А в детстве он даже учил меня игличкой вязать сети рыбацкие. А мы уже накручиваем так, чисто по-женски. Да. Не, папа у нас был настоящий моряк. И не было ж ни одной. Откуда взялись? Вот это, ля, зависла. Опа, есть. Это алмаз. Это алмаз. Четвер Верховна Рада України визнала дії, вчинені Росією під час воєнного нападу на Україну, геноцидом українського народу. Але я вважаю, що це абсолютно правильно. Що сильніше і більше людей говорять і використовують слово геноцид у зв'язку з тим, що робить Росія, та з тим, що робить Володимир Путін. Мне недели 2 назад сказали, что в наш дом заселились эти, господи, ДНРовцы или россияне, я не знаю кто. И что там все такое вот разграбленное, все вот так вот. И я думаю, лучше бы он сгорел, потому что так тяжело думать о том, что там. До сих пор, когда мне снятся сны про дом, вот я дома, то мне снится вот эта наша хрущевка на улице Сеченова и вот эта улица Гастелло. Вот мне кажется, что бы не менялось у меня в жизни, а вот тут в голове почему-то дом, это вот та улица, она такая красивая. Мы каждый раз, когда там проезжали по делам в той части города, мой муж знает, что это вот мое слабое место, он обязательно меняет маршрут и едет по этой улице, и я заглядываю в дом, где мы жили, квартиры, где мы жили. Вот я так всегда выглядывала, так это для меня важно было. Вот. Света, если вы будете все время плакать, я тоже буду плакать, и мы не сможем говорить. Мне часто снится бабушкин дом на Слободке у моря. Лето. Мы сидим в беседке, укрытой виноградом. Шелестят листья. И от этого на теплом асфальте, щедро усыпанном спелыми абрикосами, прыгают солнечные пятна. Сильно пахнет цветами, а еще помидорами и черешней. С моря долетают веселые крики отдыхающих, они перемешиваются с голосами из старого радио, с эбонитовыми наушниками и звоном трамвая. Шипит сковородка с жареными бычками. Начинается дождь. Такой быстрый, летний, и бабушка бежит снимать с веревок подстилки купальники. Дует сырой морской ветер. Мне дают чью-то огромную махеровую кофту. Она колется, но от этого так уютно. Сгорел весь дом полностью.
Вот это моя квартира. Вот внизу. А это сосед сверху. Стекло целое, а дырка, как будто бы как отсюда стреляли. Да я не Поняли? знаю, да. Огневая позиция. Да, мы с ним вместе, кстати, выезжали. Мы просто с пацанами собрались, 7 человек, и выезжали отсюда в середине марта. Это дом наш. А это, я потом вам покажу, где-то его можете даже оставить там для истории. Это мой гараж. Вот он. Все гаражи целые, соседи посекли, а вот сюда именно упала бомба. Ворота влетели прям туда совсем. И гаража нет, вон видно. Да, прям туда все улетело. А вот тут, видишь, видно, приземлялась бомба. Путін кине на Азовсталь, Росгвардію та ФСБ. Азовсталь – это сейчас как крепость, да, там? Ну да, последний Форпост. Как этот, да. как Донецкий аэропорт, типа? Да. А-ля, да? Ну ты ж на Азовстале работал. Да, да, да. Только Азовсталь покрепче, чем аэропорт будет. Так, всем с Новым годом, счастья, здоровья, успеха. Пусть этот год будет не таким херовым, как предыдущий. Всем бабла и здоровья. Пока. Это сын, да? Да. Да, ангелов они делают на снегу. Ну, честно, немного виноватым себя чувствую, потому что хотелось бы забрать всех, но машина маленькая. А там остались еще в убежище люди. Да. Ну так вот, остался дома. Это я... Феликс, издеваешься над тобой, да? Издеваешься, да, Фелька? Это все работа, крышка печки. Туда электроды графитовые опускаются, электродугой нагревают металл до нужной температуры. А что из вашей стали изготавливают? Много чего, очень много. Рельсы, балки, швеллера, гвозди. Вот это перед заводоуправлением памятник такой сделали. Рождение стали называется. Там строят мосты металлические, корабли. Там есть определенные технологии, которые позволяли разлить такую сталь, которой, допустим, не липли ракушки. То есть он в море плавает, но к нему не налипает. Вот такие вот свойства стали были. Скажу честно, я никогда не любила индустриальные пейзажи. Вечную черную заводскую пыль на подоконниках, тяжелый запах дыма. Это была одна из причин, почему я уехала из города. В конце 90-х Мариуполь, из которого я уезжала, был очень депрессивным, и казалось, что с этим ничего нельзя сделать. А вот этот как дом, который снится, вспоминается, это какое время года? А мне всегда снится весна. Мариуполь был ужасно серым на самом деле городом. И вот серость и пыль. И большую часть времени года он был именно таким серым и пыльным. И только когда весна, вот он преображался до безумия. Вот просто он становился таким прям свежим. А уже в июне все сгорало, и зелень сгорала, и начиналось палящее солнце такое. И снова все вот пыль и серость.
Но так было не всегда. Ну, он с 15-го года начиная. Это просто стал совершенно другой город. Спасибо всем, что вы пришли сегодня. Мы вас очень ждали. Мы даже, опять же, не ожидали такое количество людей. Вот, по-моему, нас стало больше в сравнении с 10 июля, когда мы провели первый праздник исторических дверей. Кстати, мы планируем это делать ежегодно. В общем-то, сегодня вот за вот этой чудесной сиреневой шторой скрывается отреставрированная дверь Валерием, нашим реставратором. Для меня это экзамен. Вы посмотрите и скажете, как это все получилось. Да. Раз, два, три. Почти весь Мариуполь, кто там был, потом в Инстаграм у всех были фотки возле наших дверей. А на вторые двери мы заказали в Киеве витражные стекла наверх. Вот. И на третью тоже заказали, приехали, они получили, но не знаю. У нас Валера не выходит на связь, я не знаю, там, что у него в мастерской, что-то сохранилось, нет, не знаю. Даже не знаем, жив ли Валера, наш реставратор. По поводу следующего года, если у нас получится, то мы сможем отреставрировать в следующем году около 80 дверей. В рамках Украины мы сможем занять второе место после дорогого Ивано-Франковска, где, в общем-то, эта инициатива зародилась, ну вот по количеству отреставрированных дверей. У нас старый город. Это не старый город там, Одесса или Львова. Это вот совершенно другой уникальный колорит. И для того, чтобы вот люди захотели его увидеть, вот, не хватало просто такой легкой ретуши. Греческие дворы, вот с этими греческими деревянными арками, вот эти вот такого купеческого стиля. Но этого нет нигде. Это то, что у нас есть точно. И оно цепляет характер. Потому Мариуполь — это вот когда говорят «Мариуполь не Донбасс», это точно, каждый мариуполец это знает, потому что тут другая ментальность, другой склад мысли и другой запас истории. Я различаю эти понятия Донбасс и Приазовье, это разные вещи. Согласна. Географически разные. Я не буду сейчас распространяться, что такое Донбасс. Донбасс – это совсем другое. У нас море, юг, скажем так, более мягкий характер, вот, более свободолюбивый может быть характер. Здесь очень много намешано культурных традиций, и традиции казачества, они тоже очень сильны, потому что об этом не говорили, но город-то основан был именно казаками, которые пришли сюда там, и основали эту крепость, Каменскую Паланку. И они же здесь жили, и здесь растут их дети, и эти корни очень сильны, очень сильны. Вот мне кажется, что вот этот дух свободы, он здесь как бы пахнет сильнее. Дома мы обожали наш театр тоже. Мы обожали нашу филармонию. Просто мы очень любили филармонию. Да, если бы, допустим, даже сейчас бы сохранился дом, но нет ни театра, ни филармонии. То есть это тот пласт, в котором живет человек культурный. Этого нет. Вот еще дирижера не нашли, Кречка, который директор филармонии. Нет, Кречка-то нашли, Шикулу не нашли.
А крючок наш нашелся, да? Крючок нашелся уже, Да да. ты шо? Крючок А чё я не нашелся. знаю ничего? А вот Шикулу нет, к сожалению, пока нет информации. Вот эти тюльпаны в нашем парке. Просто поля. Мы тогда перестали завидовать Нидерландам. Мы поняли, что у нас это тоже возможно. У нас стали ремонтировать дороги, мы вдруг стали ездить нормально на машинах и на общественном транспорте, в том числе и общественный транспорт у нас. У нас бабушка любит кататься на общественном транспорте, потому что вдруг появились красивые, удобные автобусы с кондиционерами. Вот. Вы знаете, вот есть такие уголки красивые в городе, ну вот я в них влюблена просто, проезжаю и любуюсь ими. В порту нравится Приморский вокзал, вот это все, причал, который сделали вот, на городском пляже. Ой, ну это вообще красотища. Ой. Я не знаю эту песню, кто ее пел, что за песня? Я не Наша, помню, но я что ли? песню эту помню, хорошо, мы иногда ее там. А море, 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 море ты Азовское, икра всегда в цене, и пиво Жигулевское, волна на берегу, как пиво в кружке пенится, и даже через 100 лет все это не изменится. Не слышали? Я сейчас заплачу. Да. Это восхитительный город. Я много объездил разных стран и городов в нашей стране, но Мариуполь – это что-то очень глубокое и личное. Мы очень душевно всегда начали сидеть на гараже. Вот такое мужское место. Ну, это у всех уже. Ты знаешь, Не только с я раньше не возрастом. воспринимал этого. Это вот последние годы. Ну, там море, да, это хорошо, все, мы бегали. А вот именно вот этот вот гараж, который взорванный я показывал. Купил себе гараж, мне мужики говорят, что ты знаешь, что самое главное в гараже? Я говорю, да, ворота, замок, чтобы крепкий был. Нет, говорит, самое главное это стол. И на заводе пацаны мне сделали стол. Притащили, у меня там стол такой офигенный был, с ножками, да. Мангал сварил. У нас было 4 сосны. Одна совсем большая, Да. другая поменьше и 2 маленьких. Вот как они там. Персики, абрикосы, груша, яблони, малина, клубника. Все своими руками. Вот всегда перед Пасхой, вот сейчас, завтра будет Пасха, я всегда приводила свой участок в порядок. У нас газон, альпийская горка сзади. 2 года назад купили кокон, большую качель. Вот. Мы любили на ней проводить время, сидеть. Да. Называется «Батя спер самокат». Самокат напер. Я жил на окраине, на Восточном. И там еще запах поля постоянно. Ощущение было, то, что ты там не в городе каком-то селе, а вот это поле пахнет, оно тихо там. Дуреешь от этих запахов. Вот вечером вот так станешь над поселка там каким-то, вот начинают майские жуки взлетать. Ну, такое вот. О, это в парке Веселка, получается, богомол. Прилетел мне на руку, прилез, вернее, сидел. Вот, потом его на кустик посадили. Я за парком скучаю, городским садом. Вот у нас появились новые, очень современные парки. Они просто стали украшением Мариуполя последних лет. И они действительно преобразили город до неузнаваемости. Но скучаю я за городским. Потому что вот это такое тоже очаровательное место своей стариной, и там как будто бы вот дыхание людей, которые были там раньше, жили. Вот мне кажется, что оно там есть. Помните, на 240-летие рядом с драмтеатром с левой стороны появился новый туристический объект «Магнит». Да, конечно. Купол Да. стеклянный. Это, скажем так, наша работа археологов. Мы туда тоже приложили руку.
Во время реконструкции сквера провалился бульдозер. Вот, ну что, подняли архивы, а там же скрылся подвал, арочный вход. Нас пригласили, нашу экспедицию, мы провели обследование, все это вычистили. Это были остатки какого-то сооружения, хозяйственного сооружения церковного комплекса Марии Магдалины. Вот. И все это мы музеифицировали вместе с городом, поставили этот купол. К сожалению, я думаю, сейчас он не сохранился после этой бомбежки. Вот, тоже жалко. Тоже еще один кусочек. Вот еще одно место, куда бы я хотел тоже прийти, вернуться. Клянусь начальника любить. Клянусь начальника любить. И стар состав не подводить. И стар состав не подводить. Курганы бережно хранить. Курганы бережно хранить. К раскопу вовремя ходить. К раскопу вовремя ходить. Пусть полевая жизнь не мед. Пусть полевая жизнь не мед. В степи кто не был, не поймет. В степи кто не был, не поймет. Клянусь я лагерным костром. Клянусь я лагерным костром. Палатка в поле мне, как дом. Палатка в поле мне, как дом. Пусть электричества здесь нет. Пусть электричества здесь нет. Его заменит лунный свет. Очень красиво у нас украсили сквер. У нас все дома, они просто как сказочные стояли. Такая елка Паркурова. ДК Метаурал, Ильичевский район. Ни хера не фокусируется. О, так получше. Ну вот на Семенишина 27, вот эта синяя дверь, туда прямое попадание было. Да. Ярослав позвонил и говорит, ты представляешь, говорит, пережил, говорит, репрессии, пережил, говорит, царский, говорит, расстрел, там, революцию, Вторую мировую, говорит, отечественную, все пережил, а, говорит, вот, говорит, взяли и разрушили. Я говорю, какой ужас. Вообще мы в шоке были. Война началась в 5 часов. Мы проснулись от такого сильного взрыва, которого не слышали раньше. Все-таки у нас был и 14-й год, и 15-й, когда бомбили восточный микрорайон, а мы рядом. Но такой силы я не слышала, от которого я проснулась. На заводе один день, 24 числа, дежурил. Вот, и в момент дежурства начали взрывы рядом происходить. Непонятно было, то ли выстрел пушки было, то ли прилет и так далее. Вот. У нас 2 человека там дежурило, и мы до конца бы не досидели смены. Я говорю, это Олеся тут уже начала стрелять, надо покидать цех. И когда мы уже пошли на баню, переоделись, вышли в чистом, и над нами летели снаряды. И мне запомнится, как я пытался дозвониться пожарным. Дело в том, что когда мы из дома выезжали, было попадание уже в соседний дом. Ну, не прямо в соседний, через дом. Да, дом горел, и это же было важно. Я понимал, что у нас уже на окраине связи не было. Я из центра пытался дозвониться. Это как вот пытаешься спасти что-то, это кажется что-то тебе глобальное, у людей дом горит, у него снаряд попал. Ты даже не знаешь, что будет через неделю и в каком масштабе все будет гореть. У меня дома не было камер наблюдения. Я лишь пытаюсь представить, как разлетаются стекла в окнах, как переворачиваются в воздухе горящие книжки, мои игрушки, школьные тетради, фотографии, наши письма, как на мелкие осколки разбиваются цветочные вазы, праздничные сервизы. Я представляю, как пламя уничтожает картину с морем, подаренную нам на свадьбу, старые шкафы, которые дочка разрисовывала смешными цветами.
как взрываются огромные пуховые подушки, подарок заботливой бабушке, так на них никто и не поспал. Когда начали обстреливать город, моя семья, жена с сыном уехали в центр города. Я все не мог покинуть квартиру. Как такового адреса, где жила моя жена с сыном, у меня не было. И я не мог уже узнать. Я попросил ее, чтобы она мне написала в интернете. И она не успела. Как вот этот момент, когда я просил адрес, пропала связь. И каждый день почти, когда была возможность, выходил, искал ее, жену, сына. И постоянно уже начало прилетать уже по всему городу. И идешь, целая улица, целая. Прошелся там по району, поспрашивал, там показывал фотографию, возвращаюсь сейчас назад, а уже все разбито. Видели мы трупы, видели снаряды, эти обгорелые упавшие дома. Когда первый раз мина попала, летал самолет российский и сбрасывал мины, попала на перекресток, то там в подвале у нас было много деток, очень много, и женщин. Посыпались, блоки были, а сверху были 2 ряда вот таких кирпичей. Они просто посыпались детям на голову. Это было очень страшно. Еле и контузила, и ранила. В своем доме он. Покажи. Ногу чуть не оторвала вообще. Зятя там было страшно. Страшная гематома, страшная, еле чудом уцелела. Я понимаю, что, знаешь, вот я даже не могу сказать, что мой дом сгорел. Потому что это, я начинаю говорить, я начинаю плакать. Поэтому очень трудно, я понимаю, почему люди отказываются давать интервью. Это, ты просто будешь сидеть и рыдать. И все. Ты ничего не можешь сказать. С Новым годом в конце-то концов. Это последнее сообщение в моем мессенджере от Вити Дедова, автора этих фотографий. Мы вместе работали на Мариупольском телеканале, крепко дружили. А еще Витя был самым смешным и самым добрым Дедом Морозом из всех, которые приходили к моей дочке в новогоднюю ночь. Интервью с Витей не будет, потому что 11 марта Витя, убитый осколком мины, сгорел в своем доме в Мариуполе. А еще раз, значит, это про всех нас. Жизнь обнулилась, кто-то уехал, кто-то еще сам не знает, что навсегда, кто-то остался и ждет чуда. Не знаю, что все будет не так, как он рисует себе в картинках. Кто-то вернется и начнет все сначала. Прежней жизни больше нет, но жизнь есть, и все будет не так, значит, по-другому как-то будет. Страшно очень, но это дорога в жизнь. Сейчас от нас требуется только одно – идти вперед и не останавливаться, потому что остановка – это шаг в депрессию и апатию. Это шаг навстречу смерти. Вытаскиваем себя за волосы и идем жить. Да, это про нас. Да. Про нас, мариупольцев. Тельбизов молодец, он правильно это все подметил, про всех нас. Перша літера це М. М. Асоціюється з море. Потім це А, літера А. Рідний край. Потім Р. Кров. Це чому така асоціація? Тому що зараз дуже багато крові лється з нашої України.
Потім літо. Море, да? Да. Маріуполь, Україна. Потім перемога. Ну, це понятно. Яка буде потім За нами. Потім Годовікова. Це наша вулиця. Вулиця. Ти хочеш повернутися додому? Так, Годовікова 50 і також 0629. Де мама працює. Так. Потім Л. Ластівки. І остання літера, м'який знак – це біль, який ми зараз відчуваємо. І яка відчуває Україна. Вы хотите вернуться в Мариуполь или нет? В наш – да. В наш Мариуполь – да. В ДНРовский – нет. Я совсем не хочу жить в ДНР. Это совершенно какая-то другая планета, какая-то другая реальность. В наш Мариуполь я хочу вернуться. Да, и я хочу. Он восстановится, и может быть красавец город, я говорю. Но отдать даже вот разрушенный город нельзя этому негодяю. Нельзя. Мне бы хотелось видеть рассвет моего города. Очень хотелось, но просто я чувствую, что не доживу. А как вы себе представляете рассвет Мариуполя? Вот что бы вы хотели, чтобы вот когда его будут восстанавливать, там по-другому сделали, или чтобы там, чтобы что было? Да, я хочу, чтобы по-другому сделали. Как? Вот сейчас вообще застряли картинки в мозгу именно сгоревших домов. Вот. Было много у нас коробок, особенно в новых районах. А хочется что-то такое более теплое, что-то более уютное. Хочется, чтобы было больше дворов. Я думаю, что он, безусловно, будет краше, но он будет другим. А проблема в том, что мне нужен он, вот тот, в котором я там считала ступеньки к морю, в котором я там знала, сколько лавочек на центральной аллее. И вот мне важно вот это вот, знать, вот вернуть себе место, которое я знаю, каждый листик и каждый камушек. А я понимаю, что именно это и невозможно. Вот что-то другое возможно, а именно это и нет. И это создает такую, понимаете, пустоту в душе. Понимаете, наш театр, там очень много шло комедий, очень много таких, вообще поднимающих вещей, легких. Как там погибло столько людей? Даже если вы поставите эти стены, можно ли вообще там что-то играть? Имеет ли право это здание, которое надо практически строить процентов на 80 заново, имеет ли оно право быть театром? Мариуполь можно отстроить, но не вернешь тех людей, которые погибли. Да. И я думаю, у кого близкие родственники там остались, захотят ли они вернуться в Мариуполь и жить как прежде, уже, я думаю, что не смогут. Это будет рана на всю жизнь для тех, кто там останется, вот у кого там близкие погибли. Это тоже очень страшно. Мариуполь может и будет, но это будет уже другой Мариуполь, не тот, который был раньше, и не с теми людьми, которые были раньше. Я так считаю. Вы вернетесь в Мариуполь после освобождения? Если освободят, вернусь. Обязательно. А что вы первым делом сделаете? Я не знаю, буду расчищать, наверное, все. Не знаю даже. Все, что угодно, лишь бы сделать хоть что-то, хоть какую-то пользу. А как вы думаете, Мариуполь поменяется после войны? Я думаю, он станет еще лучше. Однозначно. А в чем лучше? Вы представляли, что Я что думаю, там? что люди, которые вернутся туда, это будут люди, которые его действительно любят, этот город, и они будут все делать для города. Поэтому я думаю, он будет лучше. Почему-то у меня перед глазами Дубай, берег моря, какие-то, возможно, в центре, да. Вот тот же драмтеатр, вот, я надеюсь, что сохранилась, стоит наш символ Мариуполя, это вот водонапорная башня Нильсена.
По последним видео, что вот я в сети видел, она еще вроде бы целая. Вот оставить эти символы. Драмтеатр, понятно, восстановить. Некоторые дома вот я бы законсервировал в том виде, в котором они есть, чтобы напоминать потомкам, напоминать будущим поколениям о том, что может сделать война, и просто оставить как память о погибших людях. Ну, я не знаю, когда это будет. Я вернусь туда. У меня жена тоже хочет туда вернуться. Просто, в этом городе ты знаешь все. Ты идешь и по солнцу можешь определить там время и так далее, где все, что находится. Я думаю, что когда будет мирное время, туда вернется назад из Мариуполя. Мне 4 года, и я читаю стихи. Папа записывает на магнитофон. Я люблю свою лошадку, причешу ей шерстку гладко. Мы пишем для памяти. Такое письмо себе будущим. Кассета с этой записью потом долго пылилась на антресолях в мариупольской квартире. И я собиралась приехать и найти ее, переслушать, услышать голос папы, которого уже нет, маленькую себя. Мне это нужно было для будущего фильма. Собиралась. Вот этой весной точно. Улица Мариупольская. А в марте в сети появились кадры Мариуполя, на которых я узнала свой дом. Вот он, тот, который уже сгорел.